В провинции Хунань на юге Китая из тумана поднимаются 3000 кварцевых столбов. Им около 380 миллионов лет. В то время на Земле еще не существовало деревьев, а на месте этих гор плескалось мелководное море. Тектоника вытолкнула дно наверх, а ветер и вода за миллионы лет обточили породу в вертикальные башни высотой до 300 метров. Место называется Джанцзядзе. До 1982 года о нем не знал почти никто, только местные народы Тудзя и Мяо, которые жили здесь веками. В 1982-м Джанцзядзе стал первым национальным лесным парком Китая, а в 2010-м одну из скал официально переименовали в «Аватар Аллилуйя», после того, как Джеймс Кэмерон признался, что именно эти столбы вдохновили его на летающие горы Пандоры. Каждый год сюда приезжает около 30 миллионов человек, но есть один житель, которого не встретил ни один из них – дымчатый леопард. Его следы регулярно находят на тропах, а самого кота не зафиксировала ни одна камера. Здесь же, прямо в отвесной скале, построен лифт Байлум, самый высокий наружный лифт в мире. Стеклянная кабина поднимается на 326 метров по вертикальной стене. Подъем занимает меньше 2 минут. Все это время вокруг только камень и пропасть. Раньше этот путь занимал несколько часов пешком, а в начале 2000-х в скале вырезали шахту, установили прозрачную кабину, и горы, которым почти 400 миллионов лет, стали доступны за минуту 40. Когда кабина выходит на верхнюю платформу, вершины столбов оказываются на уровне глаз. Природа вырезала эти столбы за миллионы лет. Люди тоже умеют резать камень, только быстрее. В 70-х годах жители деревни Гуолян оказались отрезаны от мира. Единственный путь наружу – узкая тропа по обрыву, по которой регулярно гибли люди. Тогда 13 человек решили пробить тоннель сами. Кирки, молоты, минимум взрывчатки и 5 лет работы. Получился проход длиной чуть больше километра, шириной местами всего 4 метра, с окнами в стене, через которые внутрь попадает свет и открывается вид на пропасть. Дорога буквально висит в теле горы. Во время строительства не обошлось без жертв. Сегодня это одна из самых известных и опасных дорог Китая. Люди прорезали себе выход из изоляции вручную. 13 крестьян прорубили тоннель за 5 лет, а за 1500 лет до них один монах начал кое-что не менее безумное. Висячий храм Сюань-Кунцы стоит на отвесной скале на высоте 75 метров и стоит так уже больше 1500 лет. По легенде, начал строить его один единственный монах по имени Ляо Жань. 27 дубовых балок вбиты в скалу как гигантские дюбели. Чем больше нагрузка, тем крепче они держат. Деревянные столбы внизу, которые выглядят как опоры, на самом деле добавили гораздо позже, просто чтобы посетители не боялись. Журнал Time включил храм в десятку самых опасных зданий мира. Место выбрано с расчетом. Скала сверху нависает козырьком и защищает от дождя и камнепадов. Именно поэтому дерево не сгнило за 1500 летия. И еще одна деталь. Это единственный храм в Китае, где под одной крышей стоят статуи Будды, Лао Цзы и Конфуция. Храм на стене впечатляет, но есть место, где храм стоит на самом кончике скалы, на высоте больше 2300 метров. На вершине горы Фанцзиншань два небольших здания, разделенных расщелиной и соединенных каменным мостом. Это храм на так называемом Красном облачном пике. Чтобы до него добраться, нужно подняться по узкой лестнице, вырубленной прямо в скале. Сама гора – часть древнего массива возрастом больше миллиарда лет. Здесь сохранились редкие виды, включая золотистую обезьяну, один из самых редких приматов на планете. Место считается священным в буддизме, и паломники поднимаются сюда веками. Из-за формы скалы храм выглядит так, будто стоит на отдельной колонне, оторванной от всего остального мира. К таким местам нужны особые дороги. Одна из них – серпантин на горе Тяньмэнь. 99 поворотов. Число не случайное. В китайской культуре девятка символизирует небо. Перепад высот больше километра, и дорога буквально вырезана в склоне, без единого прямого участка. Снизу она выглядит как непрерывная лента, закрученная вокруг горы. Наверху – природная арка Небесные врата, огромный проем в скале, к которому ведет лестница из 999 ступеней. По этой дороге регулярно проводят автомобильные шоу и заезды. Она стала одной из самых узнаваемых горных трасс в мире. Иногда дорога к вершине – это не асфальт, а мост над пропастью. Мост Джуйи переброшен между скалами, красный, подвесной, со стеклянными участками в настиле. Через него маршрут выводит к самой вершине. Дальше тропа не обрывается. Она идет по гребню, огибает склон, цепляется за скалу и переходит в смотровые площадки наверху. Вся конструкция читается как один непрерывный путь. Сначала мост через провал, потом подъем по телу горы.
Люди не только лезут на скалы и перебрасывают через них мосты, иногда они вырезают в скалах целые храмовые комплексы. В отвесной стене высотой около 140 метров вырезано больше 190 пещер. Это Мадзишань, гора пшеничного стога. Внутри тысячи буддийских статуй и росписей, самым старым из которых больше 1500 лет. К пещерам ведут узкие деревянные настилы, закрепленные прямо в камне. Они соединяют уровни и висят над обрывом. Скала сложена из рыхлого песчаника, поэтому часть ниш со временем обрушилась, но основная структура сохранилась. Это был важный пункт на шелковом пути, и стиль скульптур менялся вместе с потоками влияний, от индийских до китайских. Весь комплекс читается как вертикальный многоэтажный монастырь, вырезанный прямо в горе. А иногда скалу не трогают вообще, просто живут под ней. В скале Гэту два огромных проема, один над другим. Это остатки древней пещерной системы, в которой вода за миллионы лет вымыла известняк на разных уровнях. Верхняя арка больше 70 метров. Прямо под ней стоят жилые дома народа Мяо. Люди используют скалу как готовую крышу, а здания ставят вдоль стены, где ровнее и есть защита от ветра. Нижний проем глубже и темнее. После дождей через него проходит вода. По сути, это бывшая пещера, у которой обрушилась передняя часть, и теперь видна ее внутренняя структура в разрезе. Природа строит арки и крыши, но еще она умеет резать каньоны. Гранд каньон Тяньшань прорезает одноименный горный хребет на северо-западе Китая. Слои красного песчаника, глины и известняка обнажены как страницы книги, которую кто-то разрезал пополам. Вода и ветер вытачивали это ущелье миллионы лет. Получились узкие проходы, отвесные стены и формы, которые напоминают то крепости, то застывшие волны. Цвет породы меняется от темно-красного до почти оранжевого, в зависимости от освещения. Летом по дну текут ручьи, зимой все замерзает. Ощущение внутри – полная изоляция, только камень и небо. Природа иногда оставляет не каньон, а отдельно стоящие столбы. Гора Дзянланшань. 3 гигантские каменные колонны, которые поднимаются почти вертикально из ровного зеленого ландшафта. Самая высокая – больше 800 метров. Кварцевый песчаник, из которого вода и ветер вымыли все, кроме самых прочных участков. 3 столба стоят так близко друг к другу, что между ними образуются узкие проходы и провалы. Их называют «три брата». Склоны почти отвесные. Даосы считали это место точкой силы. Зрелище необычное даже по меркам Китая. Не горная цепь, а 3 отдельные вертикали, которые просто стоят посреди равнины. Каменные столбы бывают и пониже, зато числом в 1000. Каменный лес Шилинь. 270 миллионов лет назад здесь было морское дно. Потом вода ушла, а дожди и ветер превратили известняк в 1000 столбов высотой до 30 метров. Настоящий лабиринт, в котором легко потеряться. Народ Сани живет здесь больше 2000 лет. У них есть легенда о девушке Ашиме. Ее имя означает «драгоценная и яркая, как золото». Ашима полюбила бедного пастуха, но сын вождя похитил ее. Пастух спас девушку, однако вождь наслал потоп. Ашима утонула и превратилась в каменный столб. Он до сих пор стоит в центре парка. Если крикнуть «Ашима», скалы ответят эхом. В 1964 году по этой легенде сняли первый цветной широкоэкранный фильм в истории Китая. Камень создает леса и лабиринты, а бывает, что целые города. 1000 скал посреди пустыни, башни, корабли, сфинксы, крепости. Все это ветер вырезал из глины за 700 тысяч лет. Место называется Ерданги-Дуньхуана, но местные зовут его городом призраков. Ночью ветер проходит между скалами, и звук похож на крики и вой, отсюда и название. Компас бесполезен, в породе содержится магнетит. Летом температура переваливает за 40. При этом между скалами живут дикие двугорбые верблюды, одни из последних на планете. Они пьют соленую воду и прячутся в расщелинах. Через этот город призраков когда-то шел шелковый путь. И дальше по этому пути есть город, который не строили, а вырезали прямо в земле. Руины Дяохэ – самый сохранившийся глиняный город на шелковом пути. Ему больше 2000 лет. Стоит на острове из хрупкой осадочной породы, омываемом 2 реками. Стены – нетронутая порода, улицы – траншеи. Крыши давно обрушились, но лабиринт улиц читается до сих пор. В 13 веке монголы уничтожили город. Сухой климат Турфана законсервировал все, что осталось. Сверху видны зоны – храмы, жилые районы, колодцы. Ни одного кирпича, только земля и время. Сейчас вход ограничен, чтобы вибрации от шагов не разрушили глину. На том же пути, среди тех же пустынь, стоят деревья, которые отказываются умирать. Турамга –
пустынный тополь Синьцзяна. Растет там, где почти ничего больше не выживает. Соленые почвы, жара за 40, почти полное отсутствие воды. Корни уходят на десятки метров вглубь, добираясь до грунтовых вод. Эти деревья живут больше 1000 лет, а после смерти не гниют, стоят высохшими скелетами еще десятилетиями. Осенью листья резко желтеют, и среди серо-желтой пустыни появляются яркие золотые массивы. Местные говорят: тополь живет 1000 лет, стоит мертвым 1000 лет и не падает еще 1000 лет. Дорога через эти пустыни идет до сих пор. Памирское шоссе проходит по краю мира, через высокогорное плато на высотах больше 4000 метров. Это часть древнего шелкового пути, по которому веками шли караваны между Китаем и Центральной Азией. Ландшафт почти инопланетный: голые горы, ледники, озера с ледяной водой и редкие поселения, где люди живут в условиях нехватки кислорода. Днем солнце обжигает, ночью температура легко уходит в минус даже летом. Некоторые участки проходят по серпантинам и перевалам выше 5000 метров. Асфальт местами появляется и исчезает. Дорога постоянно страдает от оползней, морозного пучения и ветра. Но маршрут остается одним из самых высокогорных автомобильных путей в мире. Шелковый путь заканчивался у ворот, буквально. Форт Дяюгуань – западные ворота Великой Китайской стены. Место, где стена заканчивается и начинается пустыня Гоби. Крепость построили в 1372 году при династии Мин, как последний рубеж империи. Дальше начинались чужие земли. Стены высотой до 10 метров, внутри целый военный город с казармами, складами и дворами. Через эти ворота проходил шелковый путь, и здесь же заканчивалась ссылка. Чиновников, попавших в немилость, отправляли за Дяюгуань, фактически за край известного мира. Есть легенда, что архитектор точно рассчитал количество кирпичей для строительства, и когда после завершения остался один лишний, его не убрали. Он до сих пор лежит на стене как доказательство точности расчета. От конца стены к одному из лучших ее участков. На участке Дзиньшаньлин на протяжении 10,5 километров стоят 67 сторожевых башен, примерно одна на каждые 150 метров. Стену здесь заложили в 1368 году, а потом генерал Цзигуан 16 лет перестраивал ее и придумал вещи, которых раньше не было. Барьерные стены, чтобы враг, даже забравшись наверх, не мог пройти дальше. Тройные ряды бойниц, чтобы 3 шеренги лучников стреляли одновременно. Специальные пандусы против конницы. Половина участка отреставрирована, а половина так и стоит в руинах. Кирпичи рассыпаются, трава пробивается сквозь кладку. Великая стена защищала границы империи, а города защищали себя сами. Городская стена Сианя – одна из самых сохранившихся в мире. Почти 14 километров по периметру, высота до 12 метров. Ширина сверху такая, что спокойно разъезжаются 2 машины. Построили в XIV веке при династии Мин на основе еще более древних укреплений столицы Тан. По стене стоят 98 сторожевых башен, через каждые несколько десятков метров бойницы и площадки для лучников. Раньше снаружи был ров с водой, сегодня по стене ездят на велосипедах, но конструкция осталась почти без изменений. Под этим городом 2200 лет стояла армия, о которой не знал вообще никто. В 1974 году крестьяне копали колодец и наткнулись на глиняную голову в натуральную величину. Так мир узнал о 8000 солдат, которые простояли под землей больше 2000 летий. И ни в одном историческом тексте о них не было ни слова. Это терракотовая армия первого императора Китая, Цинь Шихуана. У каждого воина уникальное лицо. Использовали 8 базовых форм, а потом вручную долепливали черты. Изначально все фигуры были ярко раскрашены, но краска осыпается за 4 минуты после контакта с воздухом, поэтому раскопки ведут крайне медленно. Рядом нашли 40 000 бронзовых мечей, копий и арбалетов, и они до сих пор острые, потому что покрыты хромом. Эту технологию в Европе изобрели только в 1937 году. Сама гробница императора до сих пор не вскрыта, раскопано меньше 1% комплекса. По древним записям, внутри реки из ртути и потолок с картой звездного неба. Замеры показали, что содержание ртути в почве действительно аномально высокое. Армию построили для одного императора, а вот дворец, в котором их сменилось, 24. Запретный город, 980 зданий, больше 9000 комнат. Строили все это 1 000 000 человек 14 лет. Самый большой древний дворцовый комплекс на планете, в 3 раза больше Лувра. За 500 лет здесь жили 24 императора, и для всех остальных вход был закрыт под страхом смерти.
На территории больше 50 тысяч изображений драконов. На тронах, потолках, колоннах, крышах. Во дворах внешнего двора нет ни одного дерева, потому что иероглиф «дерево внутри стен» означает «ловушка», и император не хотел плохих примет. Один из камней за залом сохранения гармонии весит больше 200 тонн. Его тащили 20 тысяч человек 28 дней по льду зимой. Сегодня во дворце живет больше 150 котов, потомки кошек, которых держали императорские наложницы. Они до сих пор ловят мышей в обмен на еду и крышу. Мужчины-императоры правили из запретного города 500 лет, но самое дерзкое строительство затеяла женщина. Удзетянь – единственная женщина-император в истории Китая. В 688 году она приказала снести старый тронный зал и построить на его месте Минтан – зал просветления высотой 86 метров. Это было самое большое деревянное здание династии Тан, на 20 метров выше, чем любая деревянная пагода, сохранившаяся до наших дней. Построили его за 11 месяцев, что для 7 века звучит невозможно. 4 стороны нижнего яруса были раскрашены в цвета сторон света – зеленый, красный, белый и черный, а крыша покрыта лаком, имитирующим небо. Через 7 лет дворец сгорел. Удзетянь просто приказала построить его заново. Сейчас на этом месте стоит реконструкция, и ночью золотой Тяньтан светится над Лояном так, что виден за километры. Рядом с дворцами императоров место, где хоронили мастеров совсем другого рода. Лес пагод монастыря Шаолинь, больше 240 кирпичных и каменных башен, стоящих плотной группой у подножия гор Сумшань. Это крупнейшее кладбище монахов в Китае. Самые старые пагоды 7 века, эпоха Тан. Каждая надгробие. Внутри захоронены прах и реликвии наставников, а высота и количество ярусов показывают их статус. Сам монастырь основали в 495 году, и именно здесь сформировалась традиция шаолиньского кунг-фу. Во время культурной революции комплекс сильно пострадал, но лес пагод уцелел почти полностью. Монахи строили пагоды, а один чиновник 18 лет строил сад. Пань Юньдуань строил сад Ююань в подарок отцу. Юй значит покой и радость. Отец успел пожить в нем всего несколько лет, а содержание сада разорило всю семью. С тех пор сад переходил из рук в руки. Его захватывали британцы во время опиумных войн, в нем устраивали штаб повстанцы, его громили императорские войска, потом японцы. И каждый раз его восстанавливали. Сегодня 2 гектара сада зажаты между небоскребами и старым городом Шанхая. Ночью с высоты он светится золотом посреди неоновых башен. Этот контраст 400-летней черепицы с футуристическим городом вокруг, пожалуй, самый шанхайский кадр, какой только можно снять. Сад пережил все войны и перевороты. В Китае есть целые города, которые тоже выстояли. Древний город Пиньяо – 2700 лет истории и ни одного современного здания внутри стен. Сверху город похож на черепаху. Южные ворота – голова, северный – хвост. По 2 на востоке и западе – лапы. На стенах 72 сторожевые башни и 3000 бойниц по числу учеников и святых Конфуция. В XIX веке здесь открылся первый в Китае банк – Жишэньчан. Он контролировал почти половину торговли серебром в империи, а его филиалы работали в Японии, Сингапуре и России. Проработал 108 лет. В 70-х город чуть не снесли. Из 72 башен стояли только 3. Исторические здания собирались пустить под бульдозер. Спас его один профессор архитектуры, убедивший власти, что все это нужно сохранить. В 1997 году ЮНЕСКО с ним согласилась. Внутри стен до сих пор живет больше 20 тысяч человек. А бывают древние города, которые не стали музеями, в них просто живут. Древний город Тунжэнь стоит там, где река делает изгиб, и старая часть буквально обнимает воду. Истории больше 1000 лет, но планировка до сих пор читается. Узкие улицы, плотная застройка, мосты между берегами. Здесь меньше витрины и больше обычной жизни. Город растет вдоль реки, а не вширь, потому что рельеф не пускает. Форма вытянутая, с естественными границами. Сложный рельеф провинции Гуйчжоу диктует все. А бывают города совсем крошечные, как замок на отдельном холме. Замок Дилун стоит на возвышении, к которому ведет узкий мост, как будто специально отрезан от остального мира. Сверху он выглядит почти игрушечным. Аккуратные стены, башни, четкая форма. Построили его в 17 веке, и за свою историю он несколько раз менял хозяев, но общий силуэт сохранился. Место выбрано точно, возвышение дает обзор, а изоляция усиливает ощущение отдельного пространства.
Замок воспринимается не как часть города, а как самостоятельный объект. Замок защищал одну семью. А вот крепости, в которых жили по 800 человек. В горах юго-восточного Китая разбросаны 3000 глиняных крепостей общежитий, и с воздуха они выглядят как гигантские пончики. В 60-х годах ЦРУ обнаружила их на спутниковых снимках, и 2 десятилетия не могло понять, что это. Думали ядерные шахты, отправили агентов под видом туристов. Те вернулись и сообщили, что это просто дома. Тулоу – круглые крепости народа Хакка. Хакка означает «люди-гости». Они бежали с севера 1000 лет назад, спасаясь от войн, и строили крепости из утрамбованной земли, смешанной с клейким рисом, бамбуком и яичными белками. Стены 1,5 метра толщиной, один вход, никаких окон на первом этаже. Внутри до 800 человек одного клана, все комнаты одинакового размера, ни богатых, ни бедных. В 1918 году землетрясение магнитудой 7 не смогло их разрушить, а трещина в одном Тулоу 1693 года постройки через какое-то время затянулась сама. Хакка прятались от войн, другие народы не прятались, строили открыто, на склонах. Деревня Дзяньцзян – самое большое поселение народа Мяо. Больше 1000 домов на склонах, река Байшуй делит деревню пополам, через нее 7 старинных мостов. Строения стоят на сваях, без гвоздей. Здесь живет 15 тысяч человек, и истории больше 1000 лет. Женщины носят серебряные украшения весом до 10 килограммов. Ночью включается подсветка, и с высоты деревня светится как россыпь звезд. У Мяо главное – серебро, а у народа Дун главное – башни. Деревня Джаосин – одна из крупнейших у народа Дун. 5 районов, и в каждом своя башня-барабан. Эти башни – центр жизни. Здесь собираются, решают дела, проводят праздники. Построены без гвоздей, только на деревянных соединениях. Вокруг рисовые террасы и узкие улочки. Дома стоят почти вплотную. Место долго оставалось изолированным из-за гор, поэтому традиционная архитектура и уклад сохранились почти без изменений. Из таких деревень выросли города, некоторые стали легендами. Фэнхуан значит «феникс». По легенде, 2 птицы пролетали над городом и так залюбовались, что не смогли улететь. Деревянные дома на сваях стоят прямо над изумрудной рекой Тодзян. Их строили народы Мяо и Тудзя, чтобы спасаться от наводнений. В 1704 году город основали как военный пост на границе с территорией Мяо, и для защиты построили Южную Великую Стену. Да, в Китае есть еще одна. Из этого крошечного городка вышел первый премьер-министр Китайской Республики и один из главных китайских писателей 20 века – Шэнь Цунвэнь. Именно по его повести «Пограничный городок» весь Китай узнал об этом месте. Города у воды – отдельная история. Венецией Востока Суджоу назвал Марко Поло в 13 веке, когда настоящая Венеция была на пике. Он насчитал 6000 каналов. Следующий путешественник нашел только 290. Городу 2500 лет, и 42% его площади – вода. Все богатство Суджоу построено на шелке. Когда Великий канал соединил город с торговыми путями, Суджоу стал крупнейшим нестоличным городом в мире и центром мировой торговли шелком. На деньги шелкоторговцев строили сады, сейчас 9 из них в списке ЮНЕСКО. А на холме Тигра стоит пагода Юньянь X века, которая за 1000 лет накренилась на 2 метра, местная Пизанская башня. Вода как улица не только в Суджоу. Шаосин буквально построен на воде. Каналы проходят между домами, под каменными мостами, вдоль старых улиц. Городу больше 2500 лет, и его структура почти не изменилась. Вода здесь не декорация, а часть городской системы. Узкие лодки до сих пор ходят по каналам, а дома стоят вплотную к воде, с выходами прямо к ней. Каменные мосты невысокие, с плавной дугой, чтобы под ними проходили лодки. А бывает, что через город проходит не канал, а водопад. Фужум – город, который буквально висит на скале, а прямо через его центр падает водопад высотой около 60 метров. Дома народа Тудзя стоят на сваях вдоль обрыва, и часть из них выходит окнами прямо на стену воды. Раньше место называлось Ванчэн, город царя, но после одноименного фильма 1986 года новое имя прижилось. Река Юшуй веками подтачивала скалу, создавая эту естественную сцену, а люди просто встроились в готовый ландшафт. Вечером включается теплая подсветка, и узкие мостики и балконы зависают прямо над потоком. От воды в городах к воде, которая создала целые ландшафты. 1000 известняковых башен торчат прямо из воды и рисовых полей. И именно этот вид китайцы выбрали для купюры в 20 юаней. Река Ли – карстовый пейзаж Гуйлиня.
Река местами настолько мелкая, меньше метра, что круизные катера буквально скребут дном. Под горами прячутся сотни пещер, в некоторых находили надписи возрастом больше 1000 лет. В реке до сих пор живет китайская гигантская саламандра, самая крупная земноводная на планете, вырастает до 1,80 м. Каждый год сюда приезжает больше 30 миллионов человек, а на этой же реке до сих пор выходят рыбаки с птицами. Традиции больше 1300 лет. Рыбак на бамбуковом плоту с ручными бакланами, которые ныряют и ловят рыбу. На горле у птицы веревка, которая не дает проглотить крупную добычу. Баклан возвращается, хозяин вытаскивает рыбу из глотки, а мелочь птица оставляет себе. Говорят, бакланы умеют считать свой улов, и если хозяин жадничает с наградой, просто перестают работать. Ночью рыбаки зажигают на плотах фонари. Огонь привлекает рыбу к поверхности, а бакланы делают остальное. Сегодня это умирающее ремесло. Рыбы стало слишком мало, современные снасти эффективнее. Рыбаки говорят, что хотят дать детям образование, потому что у промысла нет будущего. Большинство уже переквалифицировались в фотомоделей для туристов. Рядом с Яншо скала с дыркой в форме Луны. Холм лунной арки. Известняковая гора с идеальным круглым отверстием диаметром около 50 метров. Ей больше 200 миллионов лет. Когда-то это было морское дно, потом вода растворила мягкую породу и оставила этот проем. К арке ведет тропа из 800 с лишним ступеней, и по мере подъема форма меняется – от полумесяца до полного круга. У подножия рисовые поля и деревни, где жизнь почти не изменилась за десятилетия. Вода создает красоту, но иногда она убивает. Ущелье прыгающего тигра почти 4 километра от реки до вершины горы, одно из самых глубоких речных ущелий на планете. С одной стороны нефритовая драконья гора высотой 5596 метров, с другой – Хаба высотой 5396, а между ними река Цзиньша, верховье Янзы, сжатая в самом узком месте до 25 метров. По легенде, тигр перепрыгнул через реку, оттолкнувшись от камня посередине. В начале 80-х 4 рафтеров попытались пройти ущелье на плотах и пропали без вести. Первый успешный сплав случился только в 86-м. А в 2004-м правительство хотело построить здесь плотину ГЭС и переселить 100 тысяч человек народа Наси. После протестов проект свернули. Желтая река тоже умеет быть страшной. Хуанхэ – мать река Китая. 5464 километра мутного золотисто-бурого потока. В Ланчжоу она прорезает город насквозь, и дома карабкаются по крутым берегам прямо от воды. До 1909 года через всю Желтую реку не было ни одного постоянного моста. Пользовались наплавным из 24 лодок, которые каждую зиму разбирали, а весной собирали заново. Потом немецкие инженеры построили железный мост. Все материалы, вплоть до заклепок, везли из Германии морем, поездом и на телегах. А еще Ланчжоу – город водяных колес. Их изобрел местный инженер в эпоху Мин, и гигантские деревянные колеса качали воду из реки на поля без всякого топлива. Дальше по течению эта река делает кое-что невероятное. Водопад Хукоу – место, где Желтая река резко сжимается с ширины около 300 метров до 20-30, и вся масса воды проваливается в узкое каменное горло. Название так и переводится – «пасть чайника». Поток закручивается, грохочет и выбрасывает облака желтой пены и брызг. Это самый мощный водопад на Желтой реке и второй по величине в Китае. Цвет воды не случайный, она несет огромное количество ила с плато Лёсса, поэтому поток выглядит густым и почти тяжелым. Весной во время паводков вода идет сплошной стеной. Зимой края замерзают, а в центре остается бурлящее ядро. Водопады в Китае – отдельный жанр. Водопад Дэтянь – самый большой трансграничный водопад Азии. Река здесь становится границей между Китаем и Вьетнамом. Вьетнамцы называют его Бангьок. Ширина 200 метров при высоте 70. 3 каскада падают одновременно, создавая постоянный туман. Летом река разливается и превращается в мощную стену. Зимой делится на отдельные ручьи. Люди плавают на бамбуковых плотах прямо под потоком. Граница проходит по гребню водопада. А бывают водопады, которые строят сами себя. Водопад Ноожелам – величественный бог-мужчина по-тибетски. Самый широкий травертиновый водопад в мире – 320 метров в ширину при высоте всего 20. Вода здесь насыщена кальцием и буквально наращивает террасы. Известняк оседает на камнях, упавших деревьях и на дне, год за годом выстраивая новые слои. Именно здесь снимали культовый китайский сериал «Путешествие на запад».
В августе 2017-го землетрясение магнитудой 7 обрушило часть водопада, от него осталась тонкая струйка. 2 года восстанавливали. Зимой водопад замерзает целиком и превращается в стену голубого льда. А есть водопады, которые падают с остатков древних вулканов. Горы Яньданшань на восточном побережье Китая – это необычные скалы. Мягкие породы вымыло водой, а твердые остались в виде резких, почти рваных форм – стены, столбы, провалы. Главная точка – водопад Далунцю, почти 190 метров свободного падения, один из самых высоких в Китае. После дождей он превращается в плотную белую колонну, а в сухой сезон распадается на тонкие нити, которые растворяются в воздухе, не долетев до земли. Место известно больше 1000 лет. Сюда приезжали поэты эпохи Тан, потому что скалы в тумане и меняющемся свете каждый раз выглядят по-другому. Название переводится как «гусиный пруд». Считается, что дикие гуси когда-то останавливались здесь на отдых. Вода не только разрушает и украшает, она кормит. Ирригационная система Дуцзянъянь построена в 256 году до нашей эры и до сих пор работает. Без единой плотины. Вместо того, чтобы перегородить реку, инженеры просто разрезали поток на части. Система из дамб и каналов распределяет воду между полями и основным руслом. Ключевой элемент – рыбья голова, искусственный остров, который делит реку, и песчаный шлюз, где поток сам вымывает лишний ил. В паводок вода уходит в обход, а в засуху направляется на орошение. Благодаря этому регион стал одним из самых плодородных в Китае и получил прозвище «Страна изобилия». Система пережила больше 2000 лет, десятки династий и до сих пор обеспечивает водой миллионы людей, практически в том же виде, как ее задумали. Люди научились направлять реки, а потом создали свою. Великий канал – самый длинный искусственный водный путь в мире. Больше 1700 километров, его начали строить еще в V веке до нашей эры. Канал соединяет север и юг Китая, связывая крупные реки, включая Янцзы и Хуанхэ. По нему веками перевозили зерно, налоги и товары. Фактически, это была главная транспортная артерия страны. Некоторые участки работают до сих пор. Вдоль канала выросли города. Вода кормила не только через каналы, но и через террасы. Народ Хани вырезал рисовые террасы Юаньян в горах больше 1300 лет назад. До 3000 ступеней от вершины до дна долины, на склонах крутизной до 75 градусов. И при этом ни одного водохранилища. Система работает на перепаде температур. Теплый воздух из тропических долин поднимается к холодным вершинам, превращается в туман, туман оседает в лесах, собирается в ручьи, и по 752 километрам каналов вода сама стекает вниз, на поля. У народа Хани красота террас – вопрос личной репутации. По качеству полей судят, хорош ли парень и стоит ли за него выходить замуж. Зимой, когда террасы залиты водой и еще нет ростков, они превращаются в тысячи зеркал. На рассвете отражают небо так, что гора выглядит как мозаика из цветного стекла. Террасы – это земля и вода, но земля без воды тоже умеет удивлять. Красные земли Дунчуань – плато на высоте 2600 метров, где почва ярко-красная, от окислов железа. Когда крестьяне вспахивают поля, красная земля чередуется с зеленой ячменной, золотой пшеничной и белой гречишной полосами. И все это выглядит как абстрактная живопись. До середины 90-х это место было секретом нескольких китайских фотографов, которые брали здесь призы на конкурсах и никому не рассказывали, где снимали. Местные говорят, что самые сочные цвета на 3-й день после дождя. Здесь растет тысячелетняя пихта, которая 3 года стояла мертвой, а потом снова дала побеги. Теперь местные считают ее духом-хранителем Красной Земли. Земля бывает красной, а бывает золотой. Каждый февраль равнина на востоке Юньнани превращается в Золотое море. 250 тысяч мурапсовых полей зацветают разом. Это рапсовые поля Лапин. Книга рекордов Гиннесса назвала их крупнейшим природным садом в мире. Из Золотого океана торчат сотни карстовых холмов, как острова, поднятые тектоникой 200 миллионов лет назад. А в местечке Ласытянь поля закручиваются спиралью вокруг карстовых воронок. Сверху они похожи на отпечатки пальцев Земли. Пик цветения длится всего около 10 дней. Золотое море цветов. А бывает розовое. Каждую весну в парке Юань-Тоуджу в городе Уси одновременно зацветают больше 30 тысяч деревьев сакуры. Парк стоит на берегу озера Тайху, и розово-белые кроны спускаются прямо к воде. Первые деревья привезли из Японии еще в начале 20 века, а потом высаживали десятилетиями.
Пик длится всего около недели. Дальше лепестки начинают осыпаться и покрывают землю и воду плотным слоем. От цветов к краскам другого рода. На северо-западе Китая есть горы, которые выглядят так, будто их раскрасили. Красные, желтые, синие, зеленые полосы идут по склонам. Радужные горы Джанъеданься. Красный – окислившееся железо. Зеленый – соединение меди. Желтый – сера. Каждая полоса – отдельная геологическая эпоха. Столкновение тектонических плит, то самое, которое создало Гималаи, смяло все это в складки и вытолкнуло на поверхность. До 2000 года об этом месте не знал практически никто. Местный фермер и журналист случайно наткнулись на горы и отправили фотографии в газету. Им не поверили. Сейчас это геопарк ЮНЕСКО и одно из 10 географических чудес мира по версии National Geographic. Цвет в породе – это минералы. А бывает, что цвет создает минерал в воде. Хуанлун – желтый дракон. Склон горы покрыт тысячами травертиновых бассейнов. Вода стекает каскадами и за миллионы лет выстроила террасы из карбоната кальция. Цвета от молочно-белого до ярко-бирюзового и золотистого. Самая длинная цепочка бассейнов тянется почти на 3,5 километра, поднимаясь на высоту больше 3000 метров. Сверху каскады действительно напоминают тело дракона, извивающегося по склону. Зимой все замерзает и превращается в сложную ледяную структуру. Место долго было труднодоступным, массовый туризм пришел сюда только в конце 20 века. От бассейнов к озерам. Озеро Фусянь – одно из самых глубоких в Китае, больше 150 метров. При этом одно из самых прозрачных, видимость под водой достигает 10-12 метров. Вода настолько чистая, что ее используют как питьевую, без серьезной очистки. Озеру больше 3 миллионов лет. Оно старше Байкала по времени формирования, хотя значительно меньше по размерам. На дне обнаружили структуры, похожие на стены и улицы, на глубине около 20-30 метров. Некоторые считают это остатками древнего города. Официального объяснения нет. В озере живут эндемичные виды рыб, которых больше нигде не встретишь. А бывают озера, которых не было, пока не построили плотину. Озеро Цяньдао – озеро Тысячи островов. Появилось в 1959 году, когда перегородили реку для ГЭС. Вода затопила долину, и вершины гор превратились в больше, чем 1000 островов. Под водой остались древние города эпохи Хань, им больше 1300 лет. Они сохранились, потому что оказались изолированы от воздуха. Рукотворное озеро, рядом с озером, которое загубили и потом спасали. Озеро Дянчи – огромное пресноводное озеро на высоте почти 1900 метров, одно из крупнейших в Китае. Город Куньмин стоит прямо на берегу. Исторически озеро было центром жизни региона, но в 20 веке его сильно загрязнили. Десятилетия очистки, ограничения сбросов, восстановление экосистемы. Ситуация постепенно улучшается. Возвращаются птицы и рыба. Есть озера, которые человек не трогал, потому что священные. У западного озера есть 3 странности. Сломанный мост не сломан, одинокий остров не одинокий, а длинный мост совсем не длинный, всего 5 метров. Сломанный мост назвали так потому, что зимой снег на нем тает неравномерно, и с горы кажется, что мост разорван пополам. Именно здесь, по легенде, змея-оборотень Бай Суджень встретила молодого ученого. Это одна из самых известных любовных историй Китая, что-то вроде местных Ромео и Джульетты. 3 каменные мини-пагоды, торчащие из воды, изображены на купюре в 1 юань. В полнолуние внутри них зажигают свечи. Свет пробивается через отверстие и отражается в воде. Кажется, что на озере плавает сразу несколько лун. Западное озеро – первая крупная достопримечательность Китая, куда отменили входную плату. За неделю национальных праздников сюда приходит больше 4 миллионов человек. Священное в Китае не только озера у городов. Есть озера на краю неба. Озеро Ямдрок, бирюзовое, на высоте около 4400 метров в Тибете, одно из 3 священных. Форма рваная, с десятками заливов, сверху оно похоже на сеть рек, застывших на одном уровне. Вода соленая, но цвет почти нереальный, насыщенно голубой из-за минералов и прозрачности. Озеро питается ледниками, вокруг голые холмы и снежные вершины. Тибетцы считают, что уровень воды отражает состояние жизни Тибета. Здесь не ловят рыбу и не нарушают покой без необходимости. Недалеко самое большое озеро страны.
Озеро Цинхай – самое большое в Китае, застрявшее на высоте больше 3000 метров. Миллионы лет назад здесь был океан, но горы поднялись и заперли воду на плато. Озеро соленое, в нем живет только голый карп, из-за холода растущий невероятно медленно. Для тибетцев это священное место. Паломники обходят озеро пешком, больше 300 километров. Летом берега вспыхивают золотом, цветут поля рапса и желтый ковер обрывается у темно-синей воды. А совсем рядом озера, которые выглядят как другая планета – соляные озера Цинхая. С высоты ядовито-зеленые пятна воды в трещинах белой соляной корки. Изумрудный цвет – минералы и микроорганизмы, живущие в сверхсоленой воде. Миллионы лет назад здесь было дно древнего моря. Тектоника подняла все на 3000 метров, вода испарилась, а соль осталась. Цайдамский бассейн хранит крупнейшие запасы соли на планете. Соль здесь добывают уже 3000 лет, и слой кристаллов на дне местами достигает 15 метров. Инопланетные озера бывают и в пустыне. Среди песков пустыни Тенгер вдруг появляется ярко-красное озеро, как пятно краски на желтом фоне. Озеро Улан. Цвет дает микроводоросль, которая вырабатывает бета-каротин, и вода становится от розовой до насыщенно-алой. Днем она почти кроваво-красная, к вечеру уходит в темный густой оттенок. Озеро неглубокое, соль кристаллизуется по краям, образуя светлую кайму. Вокруг барханы и почти полное отсутствие жизни. Иногда озеро почти исчезает, а потом снова возвращается после дождей. Из пустыни вверх, горам, которые не пускают. Мэйли, снежная гора Кавагебо, 6740 метров, высочайшая вершина Юньнани. На нее никто никогда не поднимался. Не потому что не пытались. С 1902 года экспедиции из Британии, США, Японии и Китая раз за разом терпели неудачу. В 1991-м совместная китайско-японская группа из 17 альпинистов погибла под лавиной, одна из крупнейших трагедий в истории мирового альпинизма. Местные тибетцы говорят, что гора разгневалась. Для них Кавагебо – это живое божество, главное из 8 священных гор тибетского буддизма. По легенде, если человек ступит на вершину, бог-воин покинет гору и на землю обрушится бедствие. После трагедии и протестов в 2001 году восхождение запретили навсегда. Каждую осень сотни тысяч паломников обходят гору по кругу, 240 километров пешком за 13 дней. Одна гора сказала «нет», на другую люди идут уже больше 100 лет. С тибетской стороны Эверест выглядит совсем иначе, чем с непальской. Вершина видна целиком, без загораживающих пиков, как огромная пирамида. До непальского базового лагеря нужно идти пешком 2 недели, а до тибетского можно доехать на машине. В 1924-м именно с этой стороны Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин ушли к вершине и исчезли. До сих пор никто точно не знает, добрались ли они до верха за 29 лет до Хиллари и Тенцинга. Тело Мэллори нашли только в 99-м, а его камеру нет. Самая низкая зафиксированная температура – минус 55,7 градуса. Порода на вершине – известняк с древнего морского дна. Высшая точка Земли когда-то была дном океана. С Эвереста видны горы, на которые можно просто смотреть. Хуаншань – желтые горы, названы в честь Желтого императора, мифического предка всех китайцев, который якобы вознесся отсюда на небо. На горе больше 60 тысяч каменных ступеней, вырубленных вручную за последние 1500 лет. Сосны растут прямо из голого гранита, корни в десятки раз длиннее ствола, и дерево высотой 3 метра может оказаться старше нескольких столетий. Самая знаменитая – сосна, приветствующая гостей, стоит на краю обрыва и тянет ветви в сторону, как будто кланяется. Ей больше 800 лет. Море облаков. Когда туман заполняет долины и вершины торчат из него как острова, случается только около 50 дней в году. Путешественник эпохи Мин сказал, после Хланшаня на остальные горы можно не смотреть. Рядом священная гора, где живут не люди, а боги. Сань-Циншань, 3 чистоты, высшие божества даосского пантеона. Гранитные пики поднимаются прямо из облаков, десятки тонких башен и игл, которые ветер и вода вытачивали больше миллиона лет. Самые узнаваемые формы – богиня Востока и питон, выходящий из горы. Высота доходит до 1800 метров, и из-за влажного климата здесь часто стоит море облаков. Храмы построены прямо на скальных гребнях, в буквальном смысле цепляясь за камень. От гор, где живут боги, к горе, где живет Будда. Дворец Патала – самый высокий древний дворец в мире. 13 этажей на вершине горы, на высоте 3700 метров.
Внутри больше 1000 комнат, 200 тысяч статуй и 10 тысяч алтарей. Построен целиком из камня и дерева, без единого гвоздя, без стали, без бетона. Стоит так уже почти 400 лет. Пятый Далай-лама начал стройку в 1645-м, но не дожил до конца. Он умер, а регент 12 лет скрывал его смерть, чтобы строительство не остановилось. Под дворцом есть тоннели, и до сих пор не до конца понятно, куда они ведут. Во время культурной революции дворец чуть не уничтожили, но премьер Чжоу Эньлай лично запретил его трогать. Внутри все равно вынесли почти все, больше 100 тысяч свитков и горы реликвий. Сегодня пускают не больше 5000 человек в день, а зимой вход бесплатный. Один дворец на горе, а вот 1000 домов. Ларунг-гар – один из крупнейших буддийских учебных центров в мире. На высоте около 4000 метров десятки тысяч монахов и монахинь живут и учатся в крошечных деревянных домах. Застройка выглядит как плотное Красное море. Тысячи одинаковых строений поднимаются по склонам, повторяя рельеф. Академию основали в 1980-м, и за несколько десятилетий она выросла до масштаба города без четкого плана. Дома достраивались хаотично, один над другим. Обучение может длиться больше 10 лет. Зимой температура падает ниже минус 20, кислорода мало, но жизнь не останавливается. Монахи учатся десятилетиями. А вот статую строили 90 лет. Лышаньский гигантский Будда 71 метр высоты, самая большая каменная статуя Будды в мире, вырезанная прямо в скале. Начали в 8 веке, потому что в этом месте сливаются 3 реки, и течения были настолько опасными, что монахи решили успокоить воду. Строительство заняло почти 90 лет. Система дренажа спрятана внутри скалы, каналы отводят воду, поэтому статуя пережила больше 1000 лет. Будда сидит лицом к реке, плечи шириной около 28 метров. У ног могут стоять сотни людей, и они выглядят как мелкие точки. Спиральный съезд моста Наньпу. Дорога делает полный виток, прежде чем выйти на мост через Хуанпу. Это не дизайнерский каприз, а решение проблемы. В плотной застройке просто не было места для длинного плавного съезда. Мост открыли в 91-м, один из первых крупных современных мостов города. Спираль позволяет машинам постепенно набирать высоту, с инженерной точки зрения рационально, визуально гигантская закрученная лента асфальта, вписанная между домами. Мосты в Китае – отдельный жанр. Мост через залив Дяоджоу 26,7 километра над открытой водой, один из самых длинных морских мостов на планете. Построили за 4 года, использовали 450 тысяч тонн стали. На мосту первая в мире морская развязка, можно повернуть прямо посреди залива. Идею предложил местный чиновник, который потом сел за коррупцию. А в день открытия журналисты обнаружили, что на мосту не доделали ограждение, не установили освещение и не докрутили гайки на перилах. Мост открыли как есть. А бывают мосты, которые наполовину плавают. Мост Гуанцзи – один из самых необычных в Китае. Часть стоит на каменных опорах, а часть собрана из соединенных лодок. Построили в 12 веке через реку Ханьцзян. Общая длина больше 500 метров. Центральный понтонный участок можно было разъединить, чтобы пропускать суда. На каменных секциях стоят павильоны с резьбой, раньше там шла торговля прямо на мосту. Стационарная и подвижная часть в одной системе, адаптированной под реку и судоходство. От старого моста к новому, где башни выше небоскребов. Мост Пинтан – подвесной мост через глубокое ущелье. Основной пролет больше километра, башни поднимаются почти на 330 метров. Один из самых высоких мостов в мире. Дорога проходит на огромной высоте над рекой. На фоне окружающих гор он выглядит тонкой линией, соединяющей два края ущелья. Первый мост через Янцзы строили с советскими инженерами. Мост через Янцзы в Ухане открыли в 1957-м. Длина больше 1,5 километров. Сверху автомобильная дорога, снизу железная, которая связала север и юг страны в одну линию. Для Китая это был символ индустриального рывка. Янцзы здесь широкая и мощная, опоры пришлось закладывать глубоко в русле. Со временем рядом появились новые мосты, но этот первый. А вот мост, на котором машины меняют сторону движения прямо посередине. Мост через залив Шэньчжэня тянется больше 5 километров. Движение в Китае правостороннее, в Гонконге левостороннее, и переход между системами происходит прямо на мосту. Под ним морские фермы, прямоугольные платформы, на которых выращивают рыбу, моллюсков и водоросли. От мостов к тому, что они соединяют. Мост Аньшунь в Чэнду.
каменный, с деревянным павильоном посередине. Стоит здесь со времен династии Мин, больше 6 веков. Его несколько раз разрушали наводнения, каждый раз восстанавливали. Сегодня внутри павильона ресторан. Вечером включается подсветка, отражение в воде делает павильон почти симметричным. Вокруг неон и высотки, и этот контраст считывается мгновенно. Мост с рестораном – роскошь, а вот город, где поезд проходит сквозь жилой дом. В Чунцине поезд проходит прямо через жилое здание. Линия монорельса встроена между этажами, примерно на уровне 6-8. Это не трюк, станция Личжиба находится внутри дома. Здание изначально проектировали с учетом линии, внутри сделана отдельная шахта с шумоизоляцией. Чунцин – один из самых плотных и сложных по рельефу городов Китая. Здесь часто строят не в обход, а прямо через. Для местных – обычное дело. Чунцин – город, где все трехмерное. Хунъядун – 11 этажей деревянных домов на сваях, приклеенных к отвесной скале над рекой. Первый этаж выходит на одну дорогу, 11-й – на другую, и обе на уровне земли. Это город, в котором навигатор бесполезен. Хунъядуну больше 2300 лет. Начинался как военная крепость древнего царства Ба, потом стал торговым портом. Ночью комплекс становится похож на купальню из унесенных призраками Миядзаки. Фотографии завирусились, и Хунъядун стал одной из самых узнаваемых точек Китая. Вход бесплатный. А бывают города, где места еще меньше. Яньцзинь – самый узкий город Китая. Зажат в ущелье так плотно, что местами между склонами остается всего 30-50 метров. Застройка вытянулась в одну линию вдоль реки. В некоторых местах здания висят над водой, а улицы проходят по узким террасам между скалой и рекой. Население – десятки тысяч человек, и все это помещается в полоски длиной несколько километров. Расширяться некуда. С одной стороны отвесные склоны, с другой – река, которая в сезон дождей резко поднимается. Узкий город у реки. А вот город с островом посередине. Чанша стоит на реке Сянцзян, и прямо в потоке лежит остров Цзюцзэчжоу, почти 5 километров зеленой полосы, которая делит город надвое. Сверху это видно сразу – вода, плотная застройка по берегам и вытянутый остров как естественная ось. Чанша – один из древнейших городов Китая, ему больше 3000 лет, но современный центр вырос в последние десятилетия. Река задает направление, мосты связывают берега, остров становится точкой, вокруг которой выстраивается весь городской ритм. От древних городов к городам, которые сияют ночью. Гонконг. Если сложить высоту всех гонконгских небоскребов, получится 334 километра – мировой рекорд. Небоскребов здесь вдвое больше, чем в Нью-Йорке. Больше людей живет выше 15 этажа, чем в любом другом городе на Земле. Все втиснуто в узкую полоску между горами и водой. Некоторые здания строят с огромными дырами посередине. Это не дизайн, а фэн-шуй. Считается, что через отверстия пролетают драконы с гор к морю, и перекрывать им путь нельзя. Строительные леса до сих пор делают из бамбука, даже для 60-этажных башен. Каждый вечер в 8:44 здания вокруг бухты включают лазерное шоу «Симфония огней». По Гиннесу это крупнейшее постоянное световое шоу в мире. Через залив от Гонконга – Макао. От собора 17 века остался только фасад, каменная стена, которая стоит отдельно, без здания за ней. Все остальное сгорело в 1835-м. Резьба на фасаде смешивает европейские и азиатские мотивы, христианские сцены рядом с иероглифами. Прямо за этой историей начинается другой Макао – плотная современная застройка. Переход ощущается резко, от одной стены, оставшейся от прошлого, к полностью современному силуэту вокруг. Дальше по побережью ночные города. Гуанчжоу – торговая столица Китая с историей в 2000 лет. Ночью жемчужная река превращает город в калейдоскоп. По реке курсирует красная лодка, плавучий театр длиной 52 метра, на борту которого прямо во время круиза показывают Кантонскую оперу. Мосты подсвечены так, что похожи на бриллиантовые ожерелья, а небоскребы делового района отражаются в воде и удваиваются. Над всем этим возвышается Кантонская башня, 600 метров высоты. Ее скрученную форму создают 24 стальные колонны, которые постепенно поворачиваются вокруг оси, сужаясь к центру. Отсюда прозвище «тонкая талия». На крыше самый высокий в мире кольцевой аттракцион свободного падения. Построили башню к азиатским играм 2010-го всего за 5 лет. Ночью она полностью меняет цвет. Светодиодная подсветка может работать в десятках режимов. Каркас рассчитан на тайфуны,
а сама башня может слегка играть на ветру, не теряя устойчивости. От башни к Пекину. Главное здание CCTV выглядит как гигантская петля из стали и стекла. Два наклоненных корпуса соединяются сверху и снизу, образуя замкнутую форму. Высота около 234 метров. Инженерам пришлось решить сложную задачу. Конструкция распределяет нагрузку не вниз, как обычно, а по всему контуру. Этот комплекс обозначил новый этап архитектуры Китая, когда важна не только высота, а уникальная форма, которую невозможно спутать ни с чем. От архитектуры будущего к энергии будущего. На северо-западе Китая огромные поля ветряков тянутся на десятки километров. Сотни, иногда тысячи турбин, выстроенных в ровные ряды. Лопасти длиной под 50-60 метров вращаются медленно, но каждая установка дает мегаватты. Масштаб главное, не отдельная башня, а повторение, одинаковые конструкции, уходящие к горизонту. Это уже не эксперимент, полноценная инфраструктура. Ветер – один способ, солнце – другой. Солнечная башенная электростанция Голмуд. В центре высокая башня, вокруг тысячи зеркал, выстроенных по кругу. Зеркала – гелиостаты, поворачиваются и все время направлены на солнце, отражая свет в одну точку наверху башни. Там энергия концентрируется настолько, что нагревает теплоноситель до сотен градусов, и из этого делают электричество. Со стороны выглядит странно – ровные поля зеркал и одна вертикаль посередине. Здесь виден сам принцип, не просто поверхность панелей, а вся система в одном кадре. От энергии к местам, где люди отдыхают. Санья, залив Яунвань, полоса белого песка почти на 7,5 километров. Вода настолько прозрачная, что дно видно на глубине до 10 метров. Юг острова Хайнань, широта примерно как у Гавайев, купаться можно круглый год. Песок кварцевый, почти не нагревается на солнце, по нему можно ходить даже в полдень. С дрона видна форма бухты, идеальная дуга, замкнутая зелеными холмами, и ровный градиент воды от светло-бирюзового у берега до темно-синего дальше. Рядом остров, которого раньше не было – Санья, остров Феникс. Искусственный остров, построенный прямо в море. 5 высотных башен, напоминающих паруса или раковины. Соединен с материком мостом. Ночью здания подсвечиваются, и весь комплекс выглядит как единый светящийся объект в воде. А на другом берегу моря – оперный театр на острове. 2 белых здания в форме раковин стоят посреди моря. Оперный театр Джухая. Большое, около 90 метров высотой, внутри основной зал на 1500 мест. Открыли в 2016-м, единственный оперный театр Китая, построенный на отдельном морском острове. От теплого моря к ледяному городу – Харбин. Каждую зиму здесь строят полноценный город из льда, с площадями, аллеями и отдельными районами. Блоки режут прямо из реки Сунгари, каждый весит сотни килограммов. Днем белый макет города, где читаются формы зданий. Ночью включают подсветку, и все превращается в светящуюся схему. Разные зоны загораются разными цветами. Колесо обозрения, сцены, павильоны, башни расставлены по оси, как в спланированном пространстве. Каждый год все сносят и строят заново. Структура остается, архитектура полностью меняется. Город, который существует одну зиму. А вот сила, которую нельзя остановить, можно только смотреть. Приливная волна на реке Цяньтан самая большая на планете. Стена воды высотой до 9 метров, несущаяся вверх по реке со скоростью 40 км в час. Местные называют ее «серебряный дракон». Залив сужается воронкой, и море, вдавливаясь в узкое русло, встает дыбом. Люди наблюдают за этим больше 2000 лет, а старейшая в мире таблица приливов 1056 года составлена для этой реки. Каждый год на 18-й день 8-го лунного месяца до 170 тысяч человек выстраиваются вдоль берегов, и каждый год кого-то смывает. Волна перехлестывает через ограждение и заливает набережные. Серферы пытаются ее оседлать. Традиция катания на этой волне восходит к династии Сум. Это Китай, страна, в которой природа не стесняется, а люди тем более. Спасибо, что были с нами в этом путешествии. Всего вам наилучшего и до новых встреч!